Варанги – скандинавская гвардия в Византии. Константинополь в течение сотен лет охотно использовал то, что современники часто называли наемной силой. Элита страны была наделена основной обязанностью защищать трон византийского императора и защищать границы империи по приказу императора. Но доверять им было опасно. Слишком много связей с местным населением, а также невысокие боевые качества. Византийцы слишком часто предавали, убивали, подставляли своих правителей, а с течением времени их боевой дух все менее и менее мог называться таковым. Скандинавские наемники стали идеальным способом пополнить гвардию, хорошие бойцы, верные слову, не имеющие связей с местными, часто не владеющие языком, а значит их сложно подкупить. Суровые норманы легко нанимались на службу и при этом, по своим собственным убеждениям, редко предавали господина, что было самым главным среди их качеств. Эта группа элитных наемников, известных на Западе как варанги или варяги, приобрела известность и славу как варварская гвардия императора, охранявшая дворец и город, вооруженная длинными топорами. Состоящие из североевропейских народов, шведов, датчан и норвежцев, варяги имели длительную историю ожесточенных сражений и завоеваний за интересы Византии. Часто греческая армия из византийских контролируемых земель не рисковала добиваться единоличного участия в битвах, дожидаясь подхода варангов. В Византии варяги имели дело с единственным государством в средневековой Европе, чья фискальная организация позволяла регулярно платить наемникам. Это не разовый найм у хазар или франков, в котором всегда есть риск получить стрелу в спину после решения задачи, а полноценная служба за жалования и титулы. Помимо войск, которые были предоставлены военными округами, так называемыми темами или тематами, византийцы регулярно заключали контракты с другими иностранцами – венграми, турками, ломбардами, грузинами, армянами, арабами, славянами и многими другими. Но только скандинавам доверили сам трон и жизнь императора. Расходы были более чем оправданы. Так, 15 сентября 668 года император Констант, моясь в бане на Сицилии, был убит своим сакеларием Андреем. Заговорщики избрали новым императором армянином Жежа. Тем временем в Константинополе императором был провозглашен сын покойного, Константа, 16-летний Константин, соправителями которого с титулами Август стали его младшие братья Гераклий и Тиберий. Мятеж на Сицилии удалось вскоре подавить при помощи итальянских гарнизонов без вмешательства центральных властей. Огромные убытки, смута. Первые варяжские наемники упоминаются в 902 году как часть похода на Крит. Поскольку все известные их имена имеют скандинавское происхождение, можно предположить, что гвардия состояла примерно из 700 отборных норманнов. В последующие годы варяги воевали в Сирии, Армении и Сицилии. Однако не все прибывающие норвежцы вошли в имперскую гвардию автоматически. Это было эксклюзивное подразделение, члены которого получали более высокую зарплату, могли одними из первых грабить после победы и даже имели честь взять что-то из казны императора после его смерти. Известно, что место в гвардии можно было завоевать силой или купить за очень большие деньги. Все же коррупция в Византии была государственно-образующим фактором. В сражениях на юге Италии в 1018 году варяги воевали против ломбардов и других норманов. Когда император узнал, что храбрые рыцари вторглись в его страну, он послал против них своих лучших воинов. В первых 3 сражениях норманы одержали победу. Когда они встретили русов, они потерпели поражение, и их армия была уничтожена. В битве при Берое против печенегов, когда всем другим войскам не удалось сломать Вагенбург печенегов, офицеры наконец потребовали позвать меха императора. Так гвардейцев иногда называли из-за их привычки пьянствовать и облачаться в меха. Несмотря на численное превосходство, варяги разорвали круг и уничтожили многочисленных врагов. Однако их особенно ценили за их верность. По словам Анны Комнины,
греческой принцессы и основного источника информации о византийской истории, они передавали эту верность из поколения в поколение почти как священное наследие, в то время как прочие легко продавались и покупались узурпаторами. Немаловажным был и эстетический эффект. Еще Нерон и Калигула держали гвардию из германцев из-за их высокого роста. Также и в Византии сотни белокурых великанов возле трона производила сильное впечатление на гостей, а в особенности на врагов. Служба стала почетным делом, и когда на родине встречали облаченных в шелко и золото ветеранов, вернувшихся домой, это обеспечивало грекам поток желающих. Во всей Швеции есть множество рунических камней с надписями в духе «Умер в Сирии, Аравии или Греции, славный берсерк». Самым известным наемником в Византии стал Харальд Суровый, брат норвежского короля Олафа. Он не только стал успешным воином и командиром, но и накопил такие огромные богатства, что превосходил всех богачей Скандинавии вместе взятых. Конец Варяжской гвардии совпал с концом эры успеха Византии. В 1203 году Венеция осадила Константинополь с помощью крестоносцев. На момент взятия ворот только варяги остались верны императору, и они смогли отбить атаку, нанеся огромные потери. Враг отступил, но через год вернулся вновь, и тут уже пришлось отбиваться в самих покоях императора, где остались только самые верные. Венецианцы предложили переговоры, гвардия согласилась, и более скандинавов туда не нанимали, ограничившись критянами. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео.